От пациентки. Болезненные ощущения левого колена при движении. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациентки, 50 лет, дата исследования 29 августа 2024 года. Область исследования – левый коленный сустав, свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения не выявлены. Суставные поверхности ровные. Гиалиновый хрящ суставных поверхностей прослеживается, не изменен. За надколенником слой жидкости до 6 мм, вдоль мыщелков бедренной кости и в полости сустава определяется умеренное количество свободной жидкости. Периартикулярные ткани отечные. Сформирована киста Бейкера размером 5 на 7 на 27 мм. Пателофеморальное сочленение без особенностей. Целостность медиального и латерального удерживателя надколенника сохранена. Надколенник первого типа по Вайбек. Индекс инсалсалвати 0,9. Клетчатка гофа развита обычно, отечно. Признаки отека – разволокнение передней крестообразной связки. Внутри и вне суставной связки задняя крестообразная связка, латеральная и медиальная коллатеральная связка. Собственная связка надколенника не изменены. Признаки дегенеративных изменений медиального мениска первой и второй степени, на фоне которых определяется продольный разрыв заднего рога с выходом разрыва на две поверхности мениска. Признаки дегенеративных изменений латерального мениска первой степени, по задней поверхности его сформирована киста 5 на 5 мм. Заключение МР: признаки отека, разволокнения передней крестообразной связки, разрыва медиального мениска трип степени Пастouла, дегенеративных изменений латерального мениска первой степени, кисты латерального мениска, умеренно выраженного синовита, кисты Бейкера, левого коленного сустава. Рекомендована консультация травматолога. 31 августа 2024 года. КМН доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. В целом, к мнению коллег, добавить особо нечего. Есть разрыв медиального мениска 3Б степени, в колене значительное количество жидкости в суставе, есть небольшая киста Бейкера, все это дает боли, дискомфорт при ходьбе. Вам нужна консультация травматолога. Вопрос пациентки. По вашему мнению, нужна операция? Мне очень важно мнение. Ответ К. М.Н. Котова, М. Я бы посоветовал сначала месяца 4 пролечиться без операции, а потом уже и решать по самочувствию.